Здравствуйте, меня зовут Елена Баженова, я рада вас приветствовать у себя в гостях. Сегодня я поделюсь с вами рецептом приготовления вкусного, легкого и простого торта. Называется бисквит с кремом маскарпоне. Крем из маскарпоне получается очень нежным, воздушным, ароматным и невероятно вкусным. Его даже можно есть ложками. А для рецепта мы возьмем для бисквита мука, сахар, яйца и ванилин. Для крема маскарпоне, сметана, тоже сахар пойдет, и какао-порошок. Делаем бисквит. Белки от желтков мы отделять не будем. Просто разбиваем яйца в миску. Все вместе. Добавляем сахар. У меня здесь стакан, но я беру не целый, часть оставлю для крема. То есть где-то 2/3 пойдет на бисквит, 1/3 оставлю на крем. Достаточно. И буквально щепотку соли добавлю так, чтобы хорошо взбивалось. Все, начинаем взбивать. Взбиваем долго, у нас должна получиться пышная густая пена. Яйца с сахаром взбиваем довольно долго. Я взбивала где-то минут 15. Не ленитесь взбивать. У нас тогда получится такое мягкое, легкое, воздушный бисквит. Вот посмотрите, какой по консистенции получается. Вот он такой тягучий. Мы берем сито и будем сюда подсыпать немного муки поэтапно, да, муку и ванилин. Никаких разрыхлителей и соду мы не используем. Это бисквит без дополнительного подъема. То есть у нас тут будет подъем делать яйца взбитые. То есть подсыпали муки и аккуратно лопаточкой или ложкой подмешиваем муку к яйцам. Когда мы аккуратно перемешиваем, у нас тесто остается воздушным. Теперь берем форму. У меня разъемная форма 20 сантиметров где-то. Нет, 18. Простеливаем пергаментной бумагой и сверху бумагу смазываем сливочным маслом. Бортики мы не смазываем. Тогда бисквит хорошо поднимается по бортикам, цепляется за них. Теперь перекладываем массу в форму. И аккуратно распределяем по форме. Пока мы делали тесто, я уже поставила духовку на разогрев. На разогрев 160 градусов. И вот так вот аккуратненько, не надо стучать, просто распределяем. Все. Ставим выпекаться в разогретую до 160, может быть 170 градусов духовку. Минут через 40 проверяем бисквит. Берем деревянную палочку. Во-первых, по внешнему виду смотрим, что он подрумянился. И палочкой проверяем. Вот если палочка остается сухая, все, бисквит готов. Оставляю его в духовке, выключаю нагрев. И вот так вот слегка полуоткрытая крышка, дверца. Оставляем остывать. Пока остывает бисквит, мы будем готовить крем. Смешиваем все ингредиенты. Берем маскарпоне, сыр. Добавляем сюда сахар, который у нас остался. Сметану. У меня сметана густая, здесь где-то у меня 3 столовых ложки. Если у вас сметана жидкая, то хватит и 1 столовой ложки. Перекладываем сметану. И пока будем перемешивать эти ингредиенты. Какао самым последним добавим. Какао будем просеивать через сито, потому что очень много комочков. Аккуратно просеяли. И подмешиваем. Какао лучше всего брать самое такое хорошее, качественное, темное. Тогда и крем будет вкусный.
Когда бисквит остыл, достаем его из формы. Аккуратно вот так вот ножом проводим, потому что он по стеночкам поприлипал. И вот он, бисквит. Поднялся хорошо. Освобождаем от бумаги. И разрезаем его на две части вдоль. Бисквит лучше всего разрезать именно когда он остыл. Не надо его резать теплым, иначе будет такая тянущаяся структура у него. Ну, не очень красивая. Хотя вот он тоже не очень у меня такой прям совсем остывший. Но уже чтобы для съемок я вам его показываю. Вот он вот так вот тянется. Если его сразу же вот еще теплым немножко разрезаем. Ну ничего. Теперь крем. Крем вот такой получается шоколадный. Я его даже немножко попробую. Очень такой нежный, именно шоколадный, потому что использовала хорошее какао. Теперь наносим крем. Крема не жалеем. У нас прослойка будет и сверху крем. Накрываем второй половиной. И сверху покрываем кремом. Ну, если крема мало, то только сверху. Если его достаточно у вас будет много, то можно и боковушки смазать. Я еще немножко крема оставила для украшения тортика. Все-таки это ж торт, он должен быть красивый. С кремом маскарпоне хорошо сочетаются ягоды. А я буду украшать остатками крема при помощи вот такой вот насадки звездочка. Это простой рецепт бисквитного торта. Дайте ему настояться ночь, и он будет мягким, нежным и вкусным. Готовьте с удовольствием и приятного вам аппетита! Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.